Добрый день, дорогие мои! Сегодня мы с вами приготовим стейки в духовке. Вот у нас есть стейки, прекрасные стейки на кости. Вот. У нас есть лучок, мы замаринуем стейки с его помощью. Также у нас есть подсолнечное масло и соль, черный перец и паприка. Кто хочет, по желанию, может добавить другие специи для мяса. Ну что, начинаем. Начинаем наши стейки, обмажем вот этими вот, замаринуем в этих специях. Для этого необходимо обмазать каждый стейк вот этой вот смесью. И еще мы можем сюда добавить петрушки и укропчика. Начинаем мариновать каждый стейк, обмазывать. Вот. Так, не жалеем, делаем ему массаж. Так, хорошо, мажем. Значит, натираем наш последний стейк смесью пряностей. Так, берем и прямо вот так наливаем на свининку. И хорошо ее так массажируем. Еще где-то по столовой ложке, по 1,5 столовых ложки наливаем. Не забывайте промазывать и боковые стороны. Они от нас никуда не убегут, их надо тоже промазать. Так, и теперь накрываем нашу свининку и ставим ее мариноваться на 2,5–3 часа. Убираем нашу свининку. Так. Перед тем, как убрать свинину мариноваться, нужно порезать лучок и выдавить туда сок, луковый сок, для того, чтобы наша свинина промариновалась еще в луковом соке. Сейчас мы будем выдавливать сюда этот лук, который не давится. Так, все, отлично. Теперь мы можем отправить отдыхать нашу свинину. Тем временем, пока маринуется наша свинина, мы можем заняться приготовлением гарнира. У нас сегодня будет картофельное пюре с овощами. Приступаем. Мы почистили нашу картошечку. Очень большую мы перерезаем на несколько частей. Остальную картошку мы тоже перережем, ну, такую мелкую напополам. Чуть больше можем, вот как получится. Это не принципиально. Так вот режем и ставим вариться. А сейчас приготовим лучок на зажарочку. Вот, ну, примерно вот так вот. Морковка у нас красиво потерта, лучок нарезан. Мы можем разогревать сковородку, ставить и делать готовить нашу зажарочку. Лучше сначала пожарить лучок отдельно, а потом вслед за ним пожарить морковочку и перемешать уже с добавлением сладкого перца. Так что будем резать еще болгарский перец замороженный. Ну вот, наша сковородка уже достаточно разогрелась. Выливаем на нее подсолнечное маслечко немного. И высыпаем наш лучок. Лучок нажарим до золотистого цвета.
Периодически, если вы видите, что масло уже впиталось, подливаем маслечко. И дальше помешали наш лучок, чтобы он не пригорел. Приготовился. Мы его еще раз переворачиваем. И забираем со сковородки. Он подрумянился, он не пригорел. Вот, пожалуйста, нормальный, хороший лучок. На сковородку мы сейчас добавляем масло. Значит, мы можем высыпать морковочку. Высыпаем нашу морковочку. И накрываем нашу морковку крышкой. Картошечка и морковочка примерно приготовятся в одинаковое время. Подсолим нашу картошечку, чтобы она варилась в подсоленной воде. Вот так. Накрываем крышечку. И минут на 20 о ней забываем. Пока вода закипит, не забываем помешивать нашу морковку. Мне нужно масло, потому что я вижу, что морковка требует больше масла. Морковка — продукт, который берет на себя больше масла, чем другие продукты. Поэтому надо следить за уровнем масла в морковке и своевременно его добавлять. Жаль, что вы не слышите ароматы, которые витают в воздухе. Но будем надеяться, что камеры в скором будущем и экраны телевизоров и компьютеров смогут передавать и ароматы. Я сейчас вынула из морозильной камеры сладкий перец. Он уже очищенный от семян, от серединки, от сердцевинки. Полностью готов к тому, чтобы мы его сейчас порезали и положили к нашу морковочку тоже тушиться. Вот. И отправляем наш перец к морковочке. Теперь нашу морковку вместе с перцем желательно приправить черным перцем и желательно посолить. А потом уже пюре мы будем уже доводить по вкусу. Так. Слегка подсолим. Слегка подперчим. Вот, хватит, этого достаточно. Обратите внимание, картошка вовсю кипит. Значит, мы можем убавить наш огонек. Вот, и пусть она на медленном огне варится дальше. Мы маринуем наш лучок, подготавливаем для маринования. Выливаем три ложки уксуса столовые и 4 столовые ложки воды. Теперь дорежем лучок в маринад. И кладем наш лук в маринад.
на 15-20 минут. Больше не надо. После мы просто сольем маринад и оставим лучок дожидаться нашего блюда готовности. Так, проверяем картошку на готовность. Так как у нас уже картошечка почти готова, мы соединяем лучок и морковку и некоторое время тушим их вместе. Вот. И сливочное масло. Картошку нам добавлять будет не надо, так как у нас изрядное количество масла ушло при приготовлении лука и морковки с перцем болгарским. Тем временем картофель наш приготовился, мы это уже совершенно точно знаем. Мы выключаем под ним огонек и сливаем лишнюю воду. И оставляем себе немножечко воды. Так, теперь мы толчем нашу картошечку толокушечкой. Так, смотрите, какая у нас замечательная получилась морковка с луком и с болгарским перцем. Мы это высыпаем. Так, наше пюре перемешано. Сейчас мы его пробуем на соль и на перец. Еще раз посолим. Все, кому недостаточно соли, досолят в тарелке. И вот смотрите, какая у нас получилась замечательная, чудесная картошечка. Теперь мы ее отставляем и занимаемся нашими стейками. Так, наши стейки промариновались. Мы еще раз делаем им массаж. И выкладываем на решетку. Единственное, что мы удаляем все лишнее, потому что травка, лучок при такой температуре сгорят. И мы красиво выкладываем их на решеточку. Вынуждены налить сверху маслечко растительного. Тут опять у кого какой кошелек позволяет. Кому кошелек позволяет налить растительное масло подсолнечное. Кому кошелек позволяет налить оливковое масло. Это уже как вашей душе будет угодно. Наливаем маслечко на каждый стейк и мажем. Можно кисточкой, можно ложечкой. Все, теперь отправляем наши стейки в духовку на температуре 240 градусов на 30 минут. Добавляем воды в противень. Вот так. И закрываем. И через 20 минут мы посмотрим,
на наш результат. Мы вынули наши стейки. Они полуготовые. Мы их переворачиваем. Так. Снимаем, как можем, вот этот вот белок. И теперь нам нужно полить их дополнительно по ложечке подсолнечного масла, на них вылить, чтобы они не пересушились с другой стороны. Вот так. Вот так берем и размазываем. Выливаем подсолнечное масло, даем ему, чтобы оно впиталось. И возвращаем наши стейки в духовку еще на 10 минут. Наши стейки через 10 минут будут готовы. И у нас есть время подготовить лук маринованный. Мы нарезаем зелень петрушки и укропа. Присаливаем, приперчиваем и перемешиваем. Вот теперь у нас прекрасный лук для наших стейков. Ждем еще несколько минут и пробуем стейки. Вот, дорогие господа, и готовы наши стейки. Сейчас мы возьмем их и проверим. Подожди, я сейчас. Мои дорогие, я вас благодарю за то, что сегодня вы посетили мою кухню. С вами была тетя Света из Днепра. До новых встреч!